Итак, ребят, я вас всех приветствую. Кто к нам присоединяется, по традиции, прошу написать, что по поводу качества звука и видео. Сегодня у нас расклад именно на ту тему, которую я указала. Что вам вскоре откроется. Вот сегодня посмотрим, да, а что от нас вообще там было сокрыто. Все ок, значит, будем начинать. Итак, энергии Мабона практически полностью вошли в свою силу. У кого прошли трансформации, я вас всех поздравляю. И давайте-ка сейчас приподоткроем занавес, да, того, что же там от нас сокрыто и чему пришла пора показаться. Сегодня расклад на один вариант, ребят. С кем резонирует, окей, с кем не резонирует, значит, что-то сегодня идет у вас не по плану. Итак, начали. Первая же карта послания, ребят. Первая же карта идет послание. Ожидайте либо письмом. Сами понимаем, да, мы сейчас век технологий живем. Это в электронном виде, почта, мессенджеры и тому подобное. Сейчас уточним, знакомы ли вы с этим человеком, возможно, и да. Но знаете, здесь так интересно, несколько потоков идет. Для кого-то от предков рода будет послание. Причем это послание так или иначе будет связано с электроникой. На это обратите внимание. Этот человек, который вам напишет, знаете, ему как захочется что-то, давайте так, услужить вам, но на самом деле, что будет стоять за этим, тоже очень интересные потоки. Итак, что за спиной у человека? С каким-то подарком, наследством, с какой-то интересной пропозицией, да? С интересным предложением, ребят. Возможно, касаемо какой-то собственности, недвижимости. Знаете, послание будет довольно-таки приятным и нормальным для вас. Почему? Потому что вы почувствуете, что даже если в чем-то вас хотели облапошить, что-то забрать, перекрыть, где-то обдурить, не додать, не заплатить, вот эти все моменты, они как бы уходят. То есть вы защищены. Помните о том, что вам нужно будет посопротивляться. Вас ожидает финальный успех, но, возможно, кто-то делал так, чтобы вы чего-то не знали, куда-то опоздали, прошла какая-то отсрочка. Вы знаете, как будто посадили в такое состояние, когда вы временно прекратили действия свои, какие-то определенные.
И вот вам идет послание, мол, не сиди, действуй. Знаете, это послание вас как будто подтолкнет к чему-то. О, как интересно. О, как интересно это здесь у нас сегодня выруливать начинает. Ребят, для кого-то здесь послание конкретно о матери, о ее доме. Вы понимаете, вы как будто бы пришла ситуация. Вы начали действовать и остановились. И вот вам приходит еще одно послание, и вы понимаете, тик-так. Вы как будто отвлеклись на другие свои дела, понимаете? Отвлеклись от этого. И вот вас вернут обратно в решение этих вопросов. Потому что вы там что-то должны начать, какое-то вас ожидает дело, начало. Ой, ребят, здесь столько множества вариантов. Здесь может женщина, которая уже будет скоро отходить куда положено и захочет передать вам свой дар. Как вариант, да, здесь это может быть. Возможно, вы в свое время его не взяли, если это касается магии. И тут вопрос с деньгами связан. Но по тузу пентаклей, ребят, вот здесь серьезно. Недвижимость, деньги, либо это ваш дар, ваши ресурсы могут проходить. Тут уже смотрите у каждого, что проиграется. Что кому из вас актуально. Либо здесь вы должны совершить вот этот рывок, начать что-то, понимаете, получить свои плоды. Для кого-то наследство, кому-то удача, кто-то что-то изобрел и пытается это вынести на всеобщее обозрение. Да, это, опять же таки, какой бы то ни было проект, товар. Возможно, вы своими руками что-то делаете. Какая-то такая интересная ситуация. У меня пока она не складывается в единую концепцию, понимаете, как вот реально чисто здрасте. Хорошо, что касаемо денег. Ребят, ну реально, здесь кто-то будет отходить, либо кто-то отошел и вам что-то оставили, доставили, либо доставят. Это касаемо того же, о чем я и сказала. Для кого-то принятие дара, для кого-то наследство. Понимаете, у вас идут приобретения через смерть. Чью-то смерть. Через чей-то крах, через чьи-то разочарования. Хотя в эту позицию пытались посадить, скорее всего, и, видимо, вас. Там люди в отчаянии, а люди много чего потеряли. Так, хорошо. Давайте посмотрим, какое же дело вы должны начать, коль уж на это нам намекают. Что за дело?
Вы должны проявить инициативу, быстро действовать, куда-то, возможно, резко собраться, поехать, поспешить. Вы должны будете к чему-то подготовиться. И вы четко должны знать свою цель. Хорошо, что это за женщина меня интересует по императрице? Вы. Так, вы сейчас в энергиях с высшими силами что-то там общаетесь, изучаете, для кого религия, эзотерика, для кого повышение вибраций и все в этом духе. Что тогда это, кто это за женщина? Ага, ведьма какая-то. Для кого интересна характеристика королева жезлов? Хорошо, допустим. Получается, здесь вам будет послание о том, что у вас идет финальная битва с какой-то бабой. Обращается к высшим силам. Она очень желает, чтобы ее надежды осуществились, эта женщина. У кого мама, не дай Господи, да, как говорится. То есть, почему я это озвучиваю? Потому что у меня есть клиенты, для кого актуальны эти вопросы. Здесь это мадам, которая магичила на вас. В вашем же доме это все происходило. Все это из-за денег. Вы просто были батарейкой, с помощью которой эта женщина добивалась всего, чего она хотела. Хорошо, у меня интересный вопрос. Что у нее там за надежды? Она тоже хочет наследства и подарков, ребят. Какого фига там происходит? Отпишитесь, пожалуйста, у кого из вас это резонирует. Я вообще не могу понять, с какого пространства поток считывается. Реально, знаете, как то, что сокрытое. Но здесь, понимаете как, у нее слишком большие запросы насчет подарков и наследства. И здесь она обращается к высшим силам. Награды хочет, положительного исхода для себя. Понимаете, вот вы сидите. И вот я спросила, уточнила, да, что это за императрица. Потому как здесь по-разному можно сочетать карты. Это могли проходить и вы здесь прошли, знаете, в каком аспекте. Вы просто отошли от решения какого-то вопроса. Вы занялись своими делами, я уточняю, какая карта на вас, иерофант. О чем здесь еще можно говорить? Вы сидите сами и делаете то, что вам нужно. И на тех сферах, на которых вам нужно находиться. А вот у этой красавицы, у нее вот четко какие-то есть, понимаете, претензии к высшим силам. Я вот так даже сказала. И магия ее обращена к ним. Хорошо, может почиститься хочет, а не получается. Тоже как вариант. Возможно, эта барыня уже в курсе, что за ней там, кроме девятки мечей, придет и еще кое-кто. Хорошо. От высших сил, подарка, наследства, чего касаемо. Хрена себе, законах, говорит, хочу. Подарков, судьбы хочу, по справедливости. Уважения хочу. Гармонии. Милосердной справедливости она желает.
А особенно у этой женщины сейчас идет падение в статусе среди социума, в котором она вращалась, кем бы она ни была. А что в твоем понимании милосердная справедливость? Блять, хера себе. Слушайте, старшие арканы одни прут. Справедливость — это когда меня одаривают высшие силы всеми благами. Ясность и гармония. Здесь, судя по всему, женщина исцелиться хочет. Знаменитой хочу быть, величия хочу, чтобы люди мне преданы были, хочу. И вот понимаете как, она выстраивает, вот она как будто обращается к высшим силам, но, понимаете, выстраивает прям вот такую звезда, мир, справедливость и солнце. То есть, так, я сейчас обращаюсь к одним, а вы мне подтяните вот это все. О, здесь проблемы с сердцем могут быть. С удачей, с благами, с домом. Кстати, эта женщина могла делать вид гостеприимной хозяйки. Разносит сплетни по жизни, просто нехрен делать. Потому что разучилась читать книги, видимо. Любит пожрать, вот понимаете, вот просто любит пожрать. Это ее характеристика. Но у бабоньки-то проблемы с сердцем. Исцелиться хочет. Ждет каких-то извещений, сообщений, известий письменных, чтобы были в ее пользу. И понимаете, по ее мнению, эта новость должна... Короче, она поможет ей расслабиться, и она такая, иха, пойду-ка я поразвлекаюсь чуток. То есть прибуду в веселом настроении, с кем-то опять же таки потрещу, сплетни какие-то пораспускаю, прибухну на нычку от всех в гордом одиночестве. Под зомби-ящик потусуюсь или в кафешку какую-то схожу. Короче, что-то в свое рыло ей хочется сделать. Вот что она хочет сделать. Письмо-то она ожидает от высших энергий, что ее болезнь будет перекладом отдана другому человеку. Что ее болезнь исцелится, что она войдет в роскошь. Здесь, знаете, она, короче, такое впечатление. Решала с деньгами, с недвижкой у женщины какое-то. Параллельно она отхватила за свои деяния магические. И к высшим силам: так, исцеление хочу, болячку убрать хочу, жить хочу, хотя знаю, что скоро сдохну, и бабла хочу, и всего я вот хочу. Здесь барышня, ребята, в ближайшие несколько дней, там дома Бона, отчет тоже, но опять же таки, у каждого ж по-разному трудятся эти клоуны. Если у кого болело сердце, просто от нечего делать. Вот это были попытки переклада ее болячки на вас. Но я хочу сказать, что кроме вас, это красота
пытается их переложить еще на кого-то. Возможно, на ваших близких родственников, на своих родных, на своих дальних родственников. Ей, короче, срано на кого. Она, возможно, пробовала просто на вас. Видимо, не получилось, счет не пошло. И она на ваших родственников получила еще 2. И такая, блядь, ну хоть на кого-то надо. Ну должно ж сработать, я знаю, я же еще не собираюсь подыхать. Ребята, колесница и отшельник. Эта дама прекрасно знает, что она движется очень быстрыми темпами в мир загробный. Вот понимаете, это отшельник-то, это я так озвучиваю, если кому интересно. Здесь можно, да, может барышню покладут на больничную коечку и скажут, давай-ка ты полежишь, подумаешь над своими методами, над своим житием. Но эта колода, она необычная, понимаете? Здесь она у высших сил просит роскоши и того, и сего, а ее судьба тащит в ограничения. Там, где она должна будет отречься от материи. Здесь женщина, помешанная на деньгах. Понимаете, она думает, что она, обращаясь к высшим, получит вот так, как она озвучивает. Не-а. Такого ж не бывает. Те, кто уже проходили эти моменты, когда ты решаешь, что да, я буду в магии, окей, все. Ведь мы все думаем одно, а в итоге получается абсолютно другими методами, тропами, дорогами нас выводят. Вот здесь тот же момент. Понимаете, в лучшем случае полежит, подумает. Если слишком заиграла, здесь четко и конкретно. Здесь может проходить как ее смерть. Возможно, кто-то дорогой для нее человек умер, понимаете? Либо там состояние комы, вот такое вот, тоже на больничной койке. То хочет и чтобы этот выздоровел, из себя переклад сделать, и самой дольше пожить, и высшие силы тут, по ее мнению, по ее больному воображению, они тут должны закон ей принести. То есть, несмотря на все ее дела. А есть там за ее спиной дела? Да, ну, она тут по смерти трудилась. И смотрите, Анубис выходит. И здесь, ребята, я вам хочу сказать так. Фух, идишь ты, колотишь ты. Здесь возможны тяжелые физические увечья, травмы, когда людей откидывают именно на стационарник. В травматологию, кардиологию, хирургию, психологические тоже моменты, да, когда в больничке волшебства отъезжают. Это, знаете, вот это в лучшем варианте. В самом худшем здесь смерть от 1 до 3 людей идет. И все они связаны с этой бабой. И она это знает. Она это предчувствует. Во всяком случае, она прекрасно знает, что она отгребает. Будут садить трансформации. Сейчас я немного почитаю ваши сообщения, потому что здесь реально, вот понимаете, обычно поток идет, а здесь как будто все из вакуума, понимаете, потока нет.
Это реально как вот что-то, что покрытое мраком. Ты просто в кромешной тьме по вот тонкой нити идешь. И вот эту информацию выдают. Так, значит, свекрушечки повылезли, да? Ну, для кого-то актуально, возможно, даже с ну, мама вот такая, у кого-то свекровь. Угу, на всех пробуют переклад сделать. Я же говорю, пробовали на вас, потом ваше окружение, ваши там вам дорогие родные, близкие, а потом уже поехала по своему окружению, понимаете? Не только. А потом уже авось на кого-нибудь хотя бы ляжет. Это я четко, да, считала. Есть такое. Это уже паника. Паника у тети началась. То есть ее наконец-то посетила вот эта вот справедливость, о которой она вопрошает, видимо. Да что-то немного в ее понимании справедливость не такая должна быть. Так, по поводу того, что они там в мороках, в вуалях и еже еси на небеси, почему-то мне фраза идет, не знаю, видимо, зачитывалась очень часто. Это мне срано. Здесь поток сокрытых вещей, понимаете? Как бы вам объяснить? Ну, идете вы, допустим, в 10 утра в субботу на рынок. Да, люди там все тарахтят, галдят. Это как обычно потоки идут. И представьте, что вы на этом рынке ночью, где даже собака не пискнет и вообще ни черта не видно, и единого фонаря нет. Понимаете, как будто пространство затихло. Вот не шевелится энергия, понимаете? Она не просто энергия не шевелится, ее, блядь, нет. И информация выходит просто из вакуума. Так. Здесь либо кому-то обращалась, либо это ее кто-то, кто ей дорог по рыцарю Пентаклей, человек, мужик. Хватал птицу удачи, видимо, а ей результаты своих трудов в глотку приносил, запихивал. Человек в состоянии повешенного. Его посадили в поиске себя, в раскаяние. Наказание идет, все, там накрыло кого-то. Этот человек с ней связан. И она прекрасно, видя это, знает, что отгребает. Хорошо, разобрались. Свекрови и все подобные. Так, почитаю попозже, девочки и мальчики, вы пишите, я сейчас хочу спросить, а для чего вам вообще эта информация? Ну окей, ну война у вас, ну вы в курсе, ну руку на пульсе держите. На кой, понимаете, слишком здесь все как-то
Я поняла, что здесь. Я поняла. Вот с чем это очень схоже. Знаете, вот перед тем, как в 3D есть показывают, это очень классно. Перед тем, как накатит цунами, вода отходит и создается кромешная тишина. Вот кто видел вот эти вот моменты, когда записывают очевидцы, когда даже птица не крикнет, понимаете? Но эта волна уже где-то идет. И вот это вот доли вот этих вот секунд, там, минут, да, в зависимости от силы этой волны там, и тому подобное, вот эта тишина. Вот что это за энергия. Когда все прекрасно знают, что накроет. Понимаете? Вот что здесь. И все это скрывают, все этого боятся. Все даже не дышат. А вдруг пронесет, как и раньше. Вот что здесь. Ха-ха. Вот что здесь. Так, поехали. Вам двигаться, вам начинать дело, шевелиться, что-то быстро предпринимать, руку на пульсе. Если что-то где-то вам непонятно, мальчики, девочки, не теряемся. Первое, что вы делаете, звоните, либо идете к ближайшему адвокату или юристу, который вам подскажет, что надо делать. Ситуации бывают разные, то есть не нужно думать, вай, куда бросаться, кидаться и тому подобное. То есть четко продумайте свои движения, тем более что-то здесь вы уже продумывали. Понимаете, что-то вы здесь планировали, вы знаете, как действовать. Даже если это касается вашего дара, который у вас забирали, вы уже в курсе, что это такое и что теперь вы будете делать, что вы не повторите какой-то ошибки, возможно, такое. Так, короче, что она делала вам? Башня, блядь. Ой. Ну, я просто не удивлена, понимаете? Башня, фальшь, обман, двуличие, вероломство. Избыточная нагрузка на вас, как энергетическая, моральная, эмоциональная, психологическая. Здесь травля. Здесь, понимаете, улыбаемся в глазоньки, а при возможности ножичек в спину. Причем тут же, не отходя от кассы, как говорится. В угнетенное состояние. Здесь еще работа на вашу психику, чтобы вы в самобичеваниях сидели, расстроенные, что-то там нагнетали. Понимаете, чтобы вы нагнетали сами себя и разваливали. Хорошо, пока вы будете сидеть в этой башне и тратить на это время, на что она его будет тратить? Не показывают. Так, идет первый вопрос, ребят. Смотрите, через мир мертвых работала, через могилы. Здесь одурачивание, здесь, понимаете? Угу, а вот и она, да, птица удачи. И вот это, а не совсем вот это, да? Удачу себе хотела, а вы чтобы вот в этой башне... Короче, в этой красавице были планы, чтобы вы всю свою жизнь пребывали в состоянии башни. Вот знаете, что я только что заметила? Что эта карта не башня, а десятки жезлов. Значит, нам нужно дождаться именно этой карты. Посмотрим, с чем она ляжет. Я четко была уверена, что это башня. Здесь я все то, что озвучила с этой карты. Но это не карта башни, понимаете? Это десятка жезлов. Но по этой колоде это практически та же башня. Здесь это и есть. В эту башню как будто башня падает, а вы ее пытаетесь держать. Здесь просто, знаете, по энергиям вам било.
Возможно, кому-то ездила. Возможно, возила вам подклад, ребята. Вот оно что, к вашему дому. Если не знает, где вы живете, возила к тому месту, где вы жили ранее. Почему я так поменяла тон голоса? Потому что в моем случае, скорее всего, что так оно и было. Вот так-то. Она хочет, чтобы вы отступили. А как этот мир мертвых вообще с вами? Королева кубков. Да, любятина у вас с миром мертвых, девочки, мальчики. Все у вас окей. Нормально у вас отношения с теми, кого она к вам присылает. Успех, счастье. Вы расположены к ним, они к вам. Вы порядочны. Они порядочно к вам относятся. Хорошо, это она вам делала. А для чего ей это? Ой, здесь с каким-то мужиком у нее идет. Смотрите, если это бывшая свекровь, ваш бывший муж с ней больше не общается, а ей хочется, чтобы общение было, понимаете? Согласие, понимание в семье. Здесь знаете, что началось у бабы? Даже не вопрос, что это свекровь, не свекровь. Знаете, что этой бабы? Ее манипуляции своими близкими, родными, дочерьми, сыновьями, братьями, сестрами, да кем угодно, рухнули. Понимаете, эта баба больше не может плести интриги. Она не может ругать между собой людей. Не по ее идет. Понимаете, не по ее, не так, как ей хочется. Вот что ей надо. Быстренько, значит так. Вот эта женщина, конечно... Нет, это не женщина, это, блядь, я не знаю, что это такое, короче. Хрень какая-то. Ну вот. Оно вряд ли там помнит, когда оно той женщиной было. Понимаете, вот это в ней, вот я не знаю даже как так тактично, но с сарказмом бы преподать. Вот в ней умер Кутузов. Понимаете? Смотрите, значит так, высшие силы. Алло, здравствуйте, привет, удачу, фортуну, справедливость мне накинули. Так, параллельно побежала с другими, договорилась. Так, здесь вот это вот с меня снимаем, перекладываем вот нахрен на кого-нибудь. Так, тут у меня скоро кто-то должен сдохнуть, либо уже почти это мы отгребаем. Так, отодвигаю, кто бы там, даже если это родной ребенок там подыхает за ее грехи или в каком-то состоянии таком неадекватном находится. Похуй нахуй, решим это потом. Сейчас главное потом я все разрулю, разрешаю. Быстренько собралась, поехала вам, налупила подклады по старой схеме. Все по старой схеме. Сейчас у меня все сработает, значит так, тут наладится этими, начну руководить. Алло. Блядь, ты что такая суетная, короче? Вы просто вдумайтесь, вот эти все махинации. Нахер они тебе нужны, блядь? Это ж, понимаете, для этого должна быть цель. Для этого должна быть цель. Какая у тебя цель, милая? Цель. Вот помните, я про цунами говорила? Знаете, кто эта женщина? Вот это вот. Извиняюсь за женщину. Вот на пляже все поняли, в чем дело, что сейчас будет накатывать волна неизвестного сколько километров вверх. Все разбежались, никого нет. Все, вообще в городе никого нет. Эта дура стоит и говорит, а со мной все будет хорошо. И похрен, что уже весь город, понимаете, исчез. Людей там нет. Она на пляже, волна скоро накроет, а... Понимаете, здесь баба, которая
Я не знаю, что у нее там произошло. А что у нее произошло? Видимо, очень часто примерно одни и те же методы с миром мертвым. И не только. Плюс там, видимо, заказы были к другой бабе, к мужикам. Когда магия ее рушила жизни многим людям, и она настолько в себе утвердилась, понимаете, что она богиня, она и есть сам Бог. Вопрос только в одном, какой именно, солнышко, какой именно из всех тех тысяч богов. Вот это да. Понимаете, вот я ловлю, вот для чего этот вакуум, о котором я говорила? Для того, чтобы я четко сочетала нутро вот этой вот кобылины. Хорошо. Хорошо, манипулировать, управлять другими. Что еще тебе надо? Помните сказку о золотой рыбке? Умножьте этот маразм в 1000 миллиардов раз. Это ее состояние психики сейчас. Короче, в человеке человека нет, души нет, там сидит демон, который ее просто дожирает. Душу скоро вернут и покажут, что сделано было за время ее отсутствия. Она позволила, сама она позволила этому демону отодвинуть душу, и как бы скоро душа придет обратно и будет, ой, как ей нехорошо осознавать реалии. Знаете, что здесь? Здесь человек полностью деграднул от того количества магии, которую он использовал. Это, знаете, что здесь прям поклонение божествам, идолопоклонничество, жертвоприношение. Здесь определенная ритуалика, но знаете, какая ритуалика? Ритуалика почитания, помимо магических. То есть, знаете, с определенными какими-то, вот как раньше были храмы. Типа храмов, да, где поклонялись вот богам, там еще девственницы служили, как бы там себя берегли. Вот такого характера поклоны. Это не то, что там в церквушке пошла, темным отбила. Хотя с этого начиналось когда-то у нее. О нет, здесь кое-что другое. И знаете, что она хочет? Она абсолютно, уверена в том, что она идет вверх. Говорит, я же тут столько всего понавкладывала в демона, да, как бы в тому, кому она там поклоняется. Говорит, хреналь, моя магия не работает, деграднула все. Бля, алло, что такое, что такое? Полыхают станицы, пожар. Как-то так. Жоп-то горит. Ее причем. Ой, до этого быть не может, ой, да это легенький откатик, ой-ой-ой-ой-ой-ой, сейчас все решу, как обычно все прорулит. Магии ты хочешь. Не работает магия, ты запаниковала, потому что ты без магии ноль, блядь. Вот почему ты паникуешь. О, как интересненько, ребят.
Здесь человек в полном безумии. Будут обнулять полностью. Бегает, чистится. Но понимаете, как чистится? Она не чистит себя. Она вот этом вот поклонении в каком-то. Здесь какая-то очень важная цель приближается к ней. Понимаете, почему я сказала цель? Потому что здесь эта карта соответствует цели, но именно сейчас эта карта показывает определенные энергии. Сейчас, секунду. Так, ребят, вижу, много написали, сейчас я хочу почитать. Потому что прежде чем я нырну вот в эту энергию, и там кое-что, надо мне чуть развеяться. О да, этот неловкий момент с иконами. Да, вот это я читаю, ребят, я, конечно... Я не скажу, конечно, что я в шоке, просто вот смотрите, сколько людей, да, типаж вот этих наших... Ну, это наши недоброжелатели, давайте, да, будем называть вещи своими именами. Да, они там наши учителя и тому подобное, но вы посмотрите, насколько они одинаковы по типажности своей. Отче наш читаю. Да, вот я ж говорю, мне прямо аж выстрелила эта фраза. По поводу заварушки. Здесь заварушку ей устроят уже вот эти энергии. Сейчас я буду смотреть, что за энергии. Марина, у вас прелестный результат. Я думаю, что если бы и моя такая красота увидела, тоже б начала бы задыхаться. Они ж все на публику сразу играть начинают. Ну, проблема с работой это так еще. Это только начало конца. У ОРВИ болезни как таковой вообще не существует. Ой, по поводу вот этого закрывали дороги, крадники лепили. Ребят, если озвучить весь спектр услуг, вот что делают, они же делают все подряд, а вот что-то да сработает, да по накопительной до вас жахнет все сразу и скопом. Это ж вообще идеально. Вообще, в позиции вот этой, вот такой бабы, понимаете, опять же таки, из своего опыта, в идеале, чтобы вы сдохли. Сами. И этого захотели. Поэтому и по психике лупили. Так что закрытые дороги и краники, это, о боги, это просто детский сад.
Вот по поводу по соседству, глядите насчет подкладов, девочки. Если у кого по соседству, там подкладики только так летят в вашу сторону. Да, манипуляторы и вампиры такие люди. Вы знаете, вот стратег не стратег, но судя по этому раскладу, эта баба многим жизнь испортила. Ну, и с кем резонирует, получается, вы тоже в их числе, понимаете? И все эти люди позволяли этой нечисти вот, ну, разыграться до такого. Так что стратег, да, неплохой. Только сытся и глухой. Ну, вот на данном этапе. Это по поводу манеру разговора я не имитирую. Через меня определенная энергия проходит, причем мужская. Жреческие, да. Жреческие, именно вот это слово я искала. Ну что значит подарила подушки и матрас? Она бы у меня прям на них сразу же посгорела. Понимаете, вы еще и принимаете от таких людей подарки. Ну, господа, ну честное слово, как малые дети. Да, вот, Татьяна, вы правильно пишете. Они, когда отхваты ловят, они кричат, что они теряют мужа, сына, дочь, внуков. Они же святые женщины. А чего вы так, Татьяна, удивляетесь, что свекрови ладно, мать? Да, есть и такие матеря. Много чего еще есть, девочки и мальчики, в этом мире. Итак, прочитала я ваше сообщение. Конечно, да, интересненько. Конечно, есть цель. Джаджана. Естественно, это каждый человек это всего лишь учитель, это всего лишь ступень для нас. Вопрос в том, куда, вниз либо вверх. Итак, опа. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте, карты все повыпадали. Не хочу я их убирать. Вот я сейчас соберу. Перевернулась тройка мечей карта. А вопрос я задавала так, что вот за энергии, что они ей несут, как они ее обнулять будут. Здесь сердечные реально проблемы, физические заболевания, ребята. Во-первых. Во-вторых, 3 проблемы. Помните, сказала, от 1 до 3 людей могут уйти, она в их числе. Опять здесь 3. Здесь 3 человека с ней еще связанные, которые вредили вам, либо еще кому-то, да. Значит, 3 и накроет. Либо она уже настолько нахваталась в долг у демонов и у остальных им подобных, что берут в расход ее близких.
Тут, понимаете, тут она вот вопрошала к высшим силам. Высшие силы пришли, милая, пришли. Только ты понятия не имеешь, кто это. Вот понимаете, эта баба думает, что вы, боженька, это, ой, белый аленький цветочек, да, такой, ой, колесий, все желания исполняет. Да, деточка, окстись, окстись. Ну, Бог я так называю, да, как бы в общем контексте. Вообще, лично я называю энергию Всевышней, а там есть еще более интересные они. Ну, так... Говорит, почисть меня, почисть, почиститься хочу, блядь. А безумие конкретного человека. Здесь понимаете как? Она может видеть демонов, но вот к ней явились и ангелы. Ну, я так. Ну, может и конкретно так происходит. И она думает, ага, все в моих руках, мне сейчас помогут мне. Вот я вам серьезно говорю, здесь какая-то... А ангел этот говорит, да нет, вот тебе троечка мечей, держи, распишись, что-то. Ну, я же сказала, смотрите, карта, дела, обмены, плохие известия. То есть она ждала одного от высших сил. То есть, по ее мнению, высшие силы должны прощать все. Да, блять, алё, кто тебе это вообще такое в бошку вкладывает, ребята, это просто наше желание. Такого не бывает. Ну, реально. Или вы думаете, что боги, как бы, ну, нас же создавали по своему образу и подобию, если уж на то пошло. Они тоже могут обижаться, у них тоже есть амбиции и эмоции, чё. Не забываем об этом. А не получится-то обмена, не получится переклада. Здесь, возможно, хотели, чтобы ваш ребенок умер, а ее остался. Понимаете? А ее ребенок остался. Подмену хотели, чтобы темные забрали в уплату вашего ребенка. А ну-ка, вас сейчас, вас... Да вас там фиг, королева мечей, вы по голове натрескали уже, видимо, не раз. А вашего ребенка? Да, 6 кубков, ребята. Вашего ребенка в уплату, ну, чтобы ее выродок жил. А знаете, почему я так называю ее детей? Потому что у такой женщины только выродки могут быть. Если это ваша мать, и вы поднимаете свои вибрации, вы находитесь в потоке, то, естественно, это не о вас. Я говорю о таких же детях, как она, блядь, которые за ней следом бегают по погостам, сука, и мстят всем, чтоб по их, блядь, было. Вот кого я называю выродками и ублюдками. Вообще, это незаконнорожденные дети, если уж переводом даться в филологию. Но и тем не менее, обмен не удастся, исцелиться не удастся, завершить какие-то сделки не удастся. Ой, как ожидается, особенно насчет бабла. У нее прямо, знаете, ей бы уже подумать об этом, ну, собственно говоря, какую простынку-то заказать. А она, блядь, о деньгах думает. В гробу карманов нет, тетя. Нет их там, понимаешь? А даже если и покласть туда что-то, ты знать не знаешь, что туда надо класть, чтобы унести на тот свет можно было, и тем более там воспользоваться. Ух, ребята. Много клевещет этот человек, очень много клеветы. Сама в кризисе, и знаете, у нее как вот понос изо рта, короче говоря. Она уже не знает, о ком что рассуждать, говорить. Лишь бы, понимаете, это как в агонии. Как индюшка какая-то, короче. А известия-то плохие пришли и идут. Ладно, давайте вот как они эти карты выпали, так я их и буду смотреть. Борьба, вызов. Вы знаете, с чего начиналась Родина?
решила дернуться в вашу сторону. Перебранка, шла на риск, дискуссировала с вами, соперничала. Хотела взять над вами силу, чтобы она могла манипулировать вами, возможно, как умеет манипулировать своим мужем, детьми, там еще кем-то. Понимаете, а вы не поддались, и она начала шпионить. Шпионить, знаете зачем? Затем, какие есть у вас подарки, премии, какое внимание, какие вы вознаграждения получаете от Вселенной, Всевышнего, от своего мужа, если это свекровь, что у вас там. Здесь, знаете как, я вам скажу так, здесь тот неловкий момент, когда если у вас там первоэтажные вот эти квартиры, вот эта овца могла бегать и подсматривать, а как вы там сексом занимаетесь через окно. Я вам говорю на полном серьезе, почему? Потому что... Ну, потому что из первых уст, понимаете? Вот серьезно. Я в свое время как бы этому не поверила, а оказывается, доверяй своей интуиции. Вот зачем следит, понимаете? Если вы давно вообще уже не общаетесь с этими отщепенцами, с этим кодлом воров, блядь, и низкочастотной субстанции, здесь понимаете как, пока в их глотках все хорошо, это наше достижение. Как только у них пошло все плохо, ой, а у нее хорошо, это она все сделала, это она все сделала. Это не ее крадники, блядь, которые десятилетиями на вас, на ваших детей, даже если это ее внуки. Нет, это не она, это вы. Но пока в ее глотке, блядь, сыто, нет, это ее достижение, это она молодец, понимаете? Умничка, сука. Ага, власть. Она наблюдает за тем, какую власть вы получили от высших сил, ребята. Как у вас идут защиты, кто вас защищает. Она не понимает, что... она никогда не поймет этих энергий. Почему? Потому что она осталась в 3, в 2D, понимаете? А врата-то закрыты уже давно. Подготовка к этим вратам шла с 2012 года. И вряд ли, блядь, она в 2012 году думала о том, как бы свою душу-то возвысить. Да нет, насмерть вам, своему будущему внуку, если вы были беременны, для кого актуально, это сюда. Вот это все, это к этой же бабище. Насмерть всем. Я решаю. Понимаете? Вот что здесь было. А теперь она сидит и шпионит за тем, какие у вас защиты, с кем вы сотрудничаете, потому что у вас идет власть, царская власть, переданная по роду для кого-то по крови. Понимаете? По родословной. Кто знает свое древо рода, там далеко за 1500. У меня есть такие кверенты. И ввиду того, как я работаю, то я это все прекрасно знаю. И она, скорее всего, и знать не знает, кто ее прапрабабка, блядь, была. Понимаете? Но она мнит себя из высокого, интеллигентного рода. Кем-то там когда-то значимых. Ой, фу. Девочки, у вас защиты аховские стоят. Боги, с кем сотрудничаете, темные, светлые постаси, да неважно. У каждого из вас они свои. Они смотрят на эту бабу, дают ей по голове даже за то, что она подсматривает. И дают ей увидеть ровно столько, чтобы ее зацепить за ее зависть, чтобы она начала нападать. И тогда они цепляются за нее по каналам и въебывают от душински за вас. Тем более, если это ваша свекровь, ну, у вас общая кровь, дети. Ой, ее треплют просто. А вы в девятке, в десятке кубков. С чем я вас торжественно витаю, по-русски поздравляю. У вас, если у кого и были сердцем, вот эти вот каналы
зацепки. Убирайте, если еще что-то у вас там побаливает, понимаете. Ну, просто снимать это надо. Чистки, отжиги. Вот спросите у своего рода, они вам подскажут. Понимаете? Они вам все подскажут. Но то, как она натыкается на ваши защиты, понимаете, я не знаю. Это камикадзе, блядь. Тупорылейший человек. Да, ну, я же сказала, там человека уже нет. Ты раз, блядь, получила, куда ты лезешь? А знаете, почему так? А потому что, да я же всегда все, я всегда всего добивалась. Я великая Магуина. Хотя, понимаете, хорошо, окей, ты великое, величавое могуище. А какого ты хрена тогда вот за нашими защитами смотришь? Хераль, у тебя ж таких нет. А, тетя? Чё? Не столь великого уж ты и знатного полета, да, оказалось? Оказалось, что ты ползать рождена. А с помощью крадников полетать чуть-чуть получилось. Аж закашляла. Вот оно что, ребятки. Фу, не нравится, видимо, моя зырит бывшая. Плюс я еще жвачку жую. Ну что мне вам сказать, ребятки? Здесь переклады судьбы были. Я вам хочу сказать так. Здесь, знаете, что еще переклад нищеты был на вас в свое время. Чтоб вы в нищете сидели, а вашу фортуну, которую, если вы с ее там сыном, допустим, ее сын получал от вас ресурс, ну вот как бы... Это, она не понимает, как эти энергии, она даже не знает, как эти энергии работают. И там кто-то что-то, блядь, в горах где-то нащебетал на ухо. Она такая, вау, я нашла гуру. Иди ж ты твою... Вот человек на это убабахал всю свою жизнь. Человек на это под собственное эго продал всех своих детей, какие у него были. Души этих детей, если те вписались за нее в магии и пошли по ее стопам. Отлично, молодец. Прям, блядь, верховная жрица рода. Регина. Вдовой может стать, может недавно стала, либо уже будет. Она наблюдает, знаете зачем? Не только за вами, а за каждым человеком, у которого есть хоть маломальские. Короче, сейчас объясню, у кого есть дар. Это во-первых. Она прекрасно начала замечать, что то есть меняется планета Земля, меняются энергии, идет новое снисхождение абсолютно новых энергий, понимаете? Плюс подъем старых, да, то есть, ну, сейчас просто движуха крайне активная на нашем шарике происходит. И она такая, нихера себе, а как это у меня нет? Здесь, понимаете, здесь зависть того, что это недоступно ей, потому что она, блядь, в 3D, в 2D. Понимаете? То есть, грубо говоря, она здесь, но в параллельном мире. И ей никак, все, границы закрыты. На века, навсегда закрыты для таких, как она. И у нее прям белка из-за этого происходит, что ей недоступны эти энергии, ей не дана эта мощь. Какие там похоронила мужа? Какое там... блядь, сын при смерти. Да нахрен все, мне не дано то, что дано вот этой суке, у которой я забирала ее блага, блядь, а сейчас по башке получаю. И как это я все делаю, блядь, а ее ребенок никак не сдохнет. Понимаете? Вот с вас эта мразь переключилась, знаете, на кого? На всех, кто ее окружает. Потому что большинство людей, на которых она клеветала и поносила своим поганым хавалом, начали подниматься по вибрациям, понимаете? Подниматься, в отличие от нее. И ее это просто разрывает изнутри.
Да, люди начали достигать ловкости, славы, успеха, понимаете, как-то проявлять себя в творчестве, открывать себя новым профессиям, создаются новые профессии. Люди начали проявлять собственную силу. Здесь, знаете, здесь баба, кстати, могла делать подклады, опои, окормы, даже кому-то из своих там, блядь, сотрудников на работе. Знаете почему? А допустим, ей там какая-то, да случайно просто там кто-то ей сказал, ой, а что там у тебя сегодня кофта такая какая-то, что как будто из жопы вытащена. Все, блядь. На кладбище сразу поехала, на могилу с именем этой же, кто ей такое сказала, быстренько нахимичила, приехала, ой, сюси-пусеньки, Наташенька, солнышко, на-ка я тебе волшебной водицы, блядь, плесну. Хуяк, и у этой Наташеньки, которая просто как-то пошутила над ней, блядь, начинает сыпаться все. Понимаете? Вот до какого уровня долезла эта клуша. А теперь, возможно, Наташенька в свое время посидела, что-то проработала себя, и такая диндон, и откатики-то пошли. Понимаете, люди, повышая свои вибрации, отдают весь деструктив тем, кто на них его направлял. И чем больше людей эта курица, естественно, косила, тем, собственно говоря, здравствуйте, душ 15 в гости да пришло и говорят, а нам долги надо отдать, деточка. Давай. В отличие от них, ты, блядь, не повышаешь свои вибрации, а мы кушать хотим. Вот так-то. Люди больше ее не слышат и не слушаются, как раньше. Здесь она могла одевать на себя мороки, оморочки, чтобы казаться привлекательнее, красивее. Здесь могло быть вот это иглоукалывание, ботекс. Это вуаля, мне под 40-то, я одеваюсь как куколка 25 годиков, попка, сиськи, ножки, чтобы подороже себя продать. Понимаете, как пример. Если уже постарше в годах, то здесь именно мороки, чтобы всем казаться такой невинной овечечкой, чтобы все ее жалели, блядь, в округе. А она будет, кому захочет, ходить и заказывать этих людей, понимаете? Да, здесь люди выходят в десятку пентаклей, здесь кто-то создает семьи из тех, кого она там, понимаете, ненавидела, презирала, кого разводила. Блин, мне идет вот эта фраза из «Пиратов Карибского моря». Все вещественное стало вдруг несущественным. И многие люди на планете Земля это осознали очень хорошо за последние 1,5 года. Кто-то и больше. А она не в состоянии, она завидует. Она видит это, ей дано это видеть специально. Это ее разрывает, ребят. Потому что здесь каждый человек, понимаете, она видит, что в мире происходит. Как люди открывают сами себя, любят сами себя, преодолевают свои психологические травмы, комплексы, детские затыки. А она не в состоянии этого сделать. Она не в состоянии, потому что нужно ломать себя. Понимаете? Нужно делать самому себя. И это не сделает никакой знахарь. Понимаете? У меня было 2 духовных учителя. Это шикарные люди. Даже когда один такой попадается, считает, ты не зря родился. Но не они делают. Только ты делаешь сам себя. Ломая себя. С помощью психологов, магии, эзотерики, блядь, астрологии, химии, да пофигу чего, ты делаешь сам себя. И это, мать вашу, очень тяжело. Здесь знаете, в чем секрет вот этих моментов? В отличие от нее, вы не закрывались от боли. Понимаете? Она не понимает, знаете, почему она боится смерти? И почему она боится демонов, темных? Хотя так круто с ними сотрудничала, потому что она не понимает, как работают энергии с этими созданиями. И что это такое вообще?
Но даже если и вы не понимаете, вы прорабатываете себя. А она этого делать не будет. Даже сейчас, возможно, бы она и захотела, но она не знает как, потому что ей эти знания закрыты. Заперты, блядь, на 3 десятка замков. Вот знаете, сейчас вот такие вот клушки услышат эту фразу, побегут, блядь, реально 3 десятка замков покупать и нести на погост. Девочки, если заметите у себя, мальчики, замки, вот знаете, да. Так. Смотрите, эта барышня до сих пор пытается крадниками что-то удержать, забрать. Очень психует, нервничает. Здесь человек уже не принадлежит себе. Здесь в психах, в какой-то, знаете, ну, здесь с головой уже все. Добрый вечер. Вот реально. Как бы здесь в очень большом гневе все это делается. Здесь, понимаете, здесь затык не в вас. Здесь через вас ей приподоткрыли дверь и показали, гляди, а ведь весь мир трансформируется, а ты осталась на задворках. Вот что ее добивает. Потому что она так и не стала за все свои года на самом деле значимой, в первую очередь для себя. Вот так-то. Совет вам, ребята. Здравствуйте. Совет вам. Слать нахер короля кубков какого-то. Ребят, я вам серьезно говорю. Все, идите, пожалуйста, в свое дело. Проявляйте волю. Между двух мужчин выбираете реально мужчину, а не того, кто в него пытается сыграть. Император и Верховная Жрица. Здесь для кого-то создание семьи, кто-то будет входить в свои новые вибрации, соответственно, знакомиться с новым учением бытия, давайте я вам так скажу. Здесь какой-то кубковый король просто идет нахрен, в жопу. Не надо нахрен посылать, лучше в жопу. А еще лучше, знаете, как есть такой интересный анекдот. Он мне всегда нравился, он старый. Я давно уже никого не посылаю в жопу. Я говорю всем оставаться на своих местах. Вот здесь пусть, вот они остаются на своих местах реально. Это хуже, когда человек не в состоянии, вот как эта баба, у нее все, у нее нет возможности выйти, понять новое пространство, новую планету. Она бесится от того, как люди себя находят, как люди себя продвигают, открывают, понимаете? Как люди меняются, любят, рождаются, и как будто это все мимо нее проносится. Вот вам нужно смотреть в это направление, мальчики, девочки. Изучайте что-то новое, что угодно, что вот вам идет, вот то изучайте. Да не важно, что оно там будет. О, ребят, ну здесь смотрите. Император, Верховная Жрица, влюбленная. То есть кто-то из вас явно будет встречать партнера для себя. Для кого-то это сотрудничество с определенными энергиями. А если мужик какой-то лез в ваше пространство, допустим, вот такой бывший свекрови, ваш там бывший муж, да, то все. Ну все. Не переживайте. Что бы они ни делали, это просто вот, знаете, да, мимо вас что-то пролетело. Даже не обращайте внимания. И пусть они молятся на то, чтобы вы не обратили на них внимания. Потому что если, ну, знаете, как у меня такая позиция. Они думают, что пока я ничего не делаю, значит, у них все замечательно получается. Я им даю время. В основном люди затягивают петлю на шею на своей еще туже. И просто, ну, коль ты долго просишь моей аудиенции, особенно в магическом аспекте, ну, удержи, я въебу от душински, не вопрос. Только ты удержи потом.
Здесь, смотрите, если кто встречает молодого человека, здесь маг-практик. Соответствует вашим вибрациям. Вы несете учение, он несет структуру. То есть он структурировать сможет ваши знания, а вам знания будут передаваться от рода, через род. Делайте выбор в сторону изменений, получения новых возможностей, получения новых навыков, новых открытий, новых поездок, переезд в другую страну, блядь, на другую планету. Куда хотите, но двигайтесь. То есть, если есть вопрос, ехать или не ехать, вы мчитесь. Вы понимаете, вам не успели предложить, вы уже запрягли, блядь, оленей, лошадей, посадили Санту, оседлали карету и взяли курс. Ой. Вот эта борьба, которая была за ваши блага, крадники, на вашу судьбу, здоровье, удачу ваших детей, ваше счастье, ваш финансовый канал, вашу успешность, это все закрывается. Опа. И закрывается, ребята, это определенной силой. Понимаете, вот идет то, куда вам, а здесь показывают. Вот смотрите. А здесь сотрудничество с 15-м арканом. Обучение. И пока вы будете обучаться, другие силы будут вас защищать от нападок и этой бабы, или еще каких-то личностей. Не суть важно. То есть, поняли, если вы берете курс в новое, в обучение, за вами станут силы и вас оградят. Смотрите, понимаете, здесь ваши обманутые ожидания, которые давно, вот давно эта ситуация длилась, что-то начинаете, не получается, отношения, бизнес, работа, я не знаю, там поездки, друзья какие-то, вечно, блядь, абьюзы попадаются там, недостойное окружение, понимаете, все, этому приходит конец, это разрушается. Когда вы совершали ненужные траты, понимаете, это было делано на то, чтобы вы это, вот так жили, знаете, накопить не могли на что-то. Не могли вот войти в содружество с подобными вам людьми, найти себе подобных. Все, вот это все теперь для вас возможным становится. Ну, здесь новые сотрудничества, симпатия, союзы. Ребята, здесь знаете, что еще было сделано? Чтобы каждый ваш партнер был как предыдущий. То есть, грубо говоря, один и тот же урок, блядь. Понимаете? Как в кабале один. Чтобы если мужик был, вот, допустим, девочки, для вас актуально, для мальчика, в принципе, тоже. Вот, чтоб если мужик, то такой же дебил, понимаете? Как и ее сынок. Чтоб несчастливая доля женская была. Вот что здесь было делано. И здесь не только любятина, отношения для девочек с мужчинами. Здесь рабочие моменты, здесь сотрудничество с людьми, заключение договоров. Понимаете, чтобы вы в рост не пошли, а вы пошли. А вы пошли, и у вас работа идет, и у вас новые победы, и ждите прекрасных результатов, потому что у вас все равно будет это общение, понимаете? Эта кобыла перетягивала это на себя, либо на своего сына, чтобы ему фартило, а вы как бы тут и ни при чем. А вы вот вообще от вас не... Хотя она знала, что она это с вас утянула. И вот, коли ее сыну сейчас очень плохонько, аля она его уже похоронила, она прекрасно осознает, за что это. Прекрасно осознает. И вот смотрите. Над прошлым вы одержите победу, ясность и получите успехи. Раскаяние ожидайте, может быть, от ваших недругов. Но вы все равно от них освобождены. Жалеть не надо просто. Но это уже другая история. Здесь уже колода у нас подошла к логическому завершению. Вы освобождаетесь по высшему абсолюту. Кому надо, все получат наказание. Но, ребятушки, ищите себя, копайте дальше. Предела совершенству не существует. Понимаете, если вы решили, блядь, как здорово, я познакомился, я не знаю, там, с 15-м, да с кем там.
блин, я не знаю с кем, хоть с кем-нибудь из всех, да, там, нескольких имен демона. Не надо, блядь, себе лавры там цеплять, поверьте, это вообще не, ну, это только начало. Это только начало. Не надо думать, что демоны это там что-то такое, да. У них тоже идет изменение энергии, как у нас, так и у них, так и наверху. И сейчас, вот знаете, вот эти все сферы напоминают некоторый базар. Но вот лично для вот таких вот, как вот эта женщина, которую мы сегодня увидели, оно же есть какое-то создание. Я хочу сказать так. Для вот этих всех любителей поворовать, покрасть, продать чью-то душу в уплату своих долгов, блядь, магических и тому подобное. Вот будет еще жестче отхлестывать по ним. У вас идет освобождение. Но я хочу сказать, что вы тоже отрабатывали кармические затыки. Понимаете, мы в очень удивительное время живем на стыке эпох энергий. И вот реально в это время, в такое время, дано воплотиться не каждому. Особенно если вы жили, допустим, с самого детства, понимали, что это не ваше общество, что вам бы там где-то эдак на лет 15 сотен назад бы и было бы комфортно, вот это ваш век. Вот теперь наступил ваш и наш век. А они, те, кто торжествовали до этого, у которых вот это все проходило, потому что были свои моменты там и в низших иерархиях, и у нас, и наверху. Все, теперь немножечко все по-другому. Единственный момент, с кем бы вы там ни сотрудничали, порядочность и кодекс. Только попрете кодекс хотя бы на чуть-чуть. Будете лететь и переобуваться. Чем больше дано, тем больше спрос, помните об этом. Если до вас будет плохо доходить, будут подлетать ваши дети. Все как и раньше. Эту схему отменять никто не собирается. Поэтому порядочность и кодекс, господа. По сердцу действуйте. Старайтесь не хамить. Не, ну если нарываются, то тут уж сам, как говорится, да, велел. И ожидайте известия о неожиданном наследстве. Даже карта закрывает. Начали с чего, да, с послания. И неожиданное наследство. Но наследство это не поддержишь. Понимаете? Там нечто более глобальное. Хотя может и вот это. Ребят, все может быть. Фу, вот такой вот расклад сегодня. Ё-моё, я вообще обалдела. Вот это жесть. Да, а сегодня у нас что? Секундас, О, ребят, сегодня, блядь, у нас понедельник. Понимаете? Понедельник, день тяжелый. Что мне еще вам сказать? Вот вам и понедельник. Фух. Поздравляю вас, поздравляю нас. Всем осознанным добра этого мира. И до скорых встреч. Пока-пока.